Всем привет! Врываюсь в понедельник, новое начало недели, новое я и новые мои желания и решения все-таки начать вести влог о моей активной жизни с ребенком, что я делала на неделе. Напомню, что меня зовут Александра. Мне 30 лет, у меня есть сын Николай, ему 6 месяцев исполнилось 8 августа. Мы живем в Санкт-Петербурге. До этого вы, наверное, видели мой небольшой влог по поводу полета. Мы летали с мужем, с семьей, с сынишкой в отпуск, дальняя дорога. Я там все о ней рассказала, надеюсь, вам понравилось. Не судите строго, это мои первые начинания по поводу ведения влога, поэтому что есть, то есть, но я буду очень стараться. Заставляю себя делать это на постоянной основе. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, что получится из недельного влога. Так что поехали. Как видите, мы встали. Он встает четко в 7:20, в 7:30, бывает 8. Вчера дал нам поспать с мужем в воскресенье до 8:30. Поспал, мы такие, воу, полегче. Вот, сегодня в 7:20 муж его забрал поиграться, я доспала, спасибо, Влад, я тебя люблю. Вот, как видите, я собираюсь, пока сын спит, первый дневной сон. Немножко не накрашенная, в общем, мне тут надо много чего-то делать. Уложиться, посушиться, пока сын спит, поэтому я быстро полетела это делать, пока он не проснулся. И только я сказала, что пошла собираться, прихожу в ванну, и что я вижу? Николай, ты чё? Булочка, ты чё не спишь? Булочка? Николюша? У тебя все хорошо? Почему ты не спишь? Почему ты не спишь? Ты что, маме улыбаешься и не спишь? Бубличек мой сладкий. Ну все, придется с ним собираться. Да? Да, он хочет взять камеру и подушечку потрогать. Вот такой у меня сладкий ребенок. Ну, в общем, как происходят сборы? Привет, человек! Человек, привет! Привет! Ну, в общем, да, лежит человек на полу. А я собираюсь. Сейчас буду краситься. Не дал мне человек собраться спокойно в тишине, да? Не дал, конечно. Это мамина участь. Да. Ну, такой сладкий. Ну что, мы с человеком собрались. Выгляжу я получше. Николай, а ты как выглядишь? Ну, ты вообще вся шикарно выглядишь, я считаю. Там накрасилась, появились глаза, появились брови. Да, теперь не стыдно выйти в свет. Естественно, человек начал капризничать. Я не знаю, почему это всегда загадка. Загадка тайной дыры. Загадка, да. Вот, но надеюсь, что он развеселится, когда мы поедем на завтрак с подругой. Вот. Еще мы не решили, куда поедем, будем тянуть жребий, чтобы было так интереснее, куда мы все-таки направимся. Да, сладенький? Конечно, вот одежда для детей – это моя боль. Ты покупаешь красивый комплект, носишь его 1-2 раза, дай бог, а потом все, не знаю, что с ним делать. Если честно, дилемма. Что вообще делать с вещами, девочки? Напишите, пожалуйста, потому что у меня 3 варианта. Первый вариант, наверное, оставить для второго ребенка. Может быть, выбрать какие-то унисекс вещи, кто знает. Я, конечно, хотела бы девочку, но, может быть, будет мальчик, поэтому... Второй вариант — отдать друзьям. Такой, что, мама, что ты делаешь? Третий вариант, не знаю, может, какой-нибудь детдом на благотворительность. Это был бы хороший, наверное, вариант. Да, деткам. Другим деткам отдадим ту одежду прекрасную. Посмотрим. Не знаю, напишите, что вы делаете вообще. Что мне, на самом деле, отдавать некому. Мы падаем. Мне отдавать некому. Да, сладкий.
Бу. Еще у меня сын учился делать ладушки. Вот. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку? Что пили брашку? Стесняешься, да? Я не знаю как. Я вообще думала, что дети ладушки делают куда позже, чем в 6 месяцев. Как любая мама, мне кажется, что он вундеркинд. Я понимаю, что, наверное, это не так, но восхищаюсь его новыми, конечно, умелочками. Да? Я восхищаюсь. Николай, я восхищаюсь. И я в восхищении. Почему ты такой сладкий? Пупс, сладкий. Пупс, сладкий. Пупс. Ой, решила тут я надеть каблуки первый раз в жизни с ним. Ну, в плане, что одна с ним иду на каблуках. Надеюсь, все будет хорошо. Николай немножко не в настроении, но мы верим в лучшее. Да? Так, куда мы едем? Ты не прочитала там прозрачным? Сейчас я, небось, выберу то место, которое уже не работает. Это... Давай разворачивай. Что это? Не знаю. Что там? Ну, сам Бог велел. По-моему, до часу, да, не? Да, пока мы ждем еду, Николай нас развлекает ладушками. Да. Пьем кофеечек, чаечек. Настюша тут это. Классно, когда никого вокруг нет. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Да, Николай? И никому не мешают эти крики, кроме нас. Никому, да. Ну, еще персонал, ну ничего, они переживут. Смотри. Не, я же себе круассан заказала. Боже, обожаю икру. Обожаю, он неплох. Обожаю глютен, да. Едим мы сейчас бабушкино окошко. Пробуем второй день подряд индейку, да? Индейку ходим? Ну как? Непонятно, да? Ну, индейка. Вот непонятно, нравится ему, не нравится. На кролика была хуже реакция. Морковочка, да. Такой сладкий кушать. Чумазый! Пойдем мыться? Саша, да? Шваброчка есть. Держись. А правой рукой попробуй достать. Ну, доставай правой рукой. Смотри, где сос. Вот так. Тетя Левша. Он по-своему все сделал. А я, кстати, не знаю, кто он. У него есть от левши немного. У него что-то пока непонятно. 50 на 50. 50 на 50 пока. Где соса? Ищи соса глазками.
Так спину округляет иногда. Ищет его, хлопает ладошкой. Даже посмотри. Смотри, смотри глазками. Смотри глазками. Коль, смотри, где. Смотри, где облачко. Смотри, где облачко. Смотри, куда я облачко уберу. Смотри. Пойдем за облачко. Пойдем за облачко. Раз. Смотри, два. Смотри глазками. Тяни ручкой. А ручкой потянешься? Забирай. Тяни. Тяни, тяни, тяни. Вот так. Вот. Сегодня у нас вторник. И я что-то утром забегалась. Николай как-то не очень хорошо спал всю ночь. Но это, скорее всего, потому что вчера был нахлыв бабушек, дедушек. Его сильно разбудоражили перед сном ночным. И он, конечно, часто просыпался, плакал. Вот. И мы с мужем не особо выспались. Утром пришла свекровь. А я побежала краситься, стричься. Как видите, наверное, не сильно что изменилось по виду, но волосы стали посимпатичнее, блестящие, гладкие, красивые. Пару сантиметров еще отстригла. Вот. И еду обратно к своему сынишке кормить. Он сейчас спит, второй дневной сон. Отпущу свекровь по делам. Сама займусь материнством. Сниму вам своего сладкого кабачочка. Еще я обожаю ездить на своей прекрасной машине. Вообще нравится быть за рулем, нравится ездить. Это уже, знаете, такая привычка. Все делается на автомате. Если раньше, в начале своего автомобильного пути я дико боялась, стрессовала, мне кажется, мне понадобилось полгода, чтобы привыкнуть и перестать бояться. А сейчас я, мне кажется, закрытыми глазами это могу делать. И очень кайфую, люблю свою машинку. Очень люблю свою машинку. В общем, я водитель. В семье я водитель. И мне нравится, я, знаете, купила вот это вот платье максимально девчачье в начале лета. И только сегодня я срезала бирку, чтобы его надеть. Все лето я никак не могла это сделать, потому что тут хоть и большой вырез, но, знаете, если вы с ребенком куда-то в таком платье пойдете, его будет тяжело кормить. Я пыталась прикинуть, как кормящая мать, смогу я это сделать или нет, поняла, что не смогу. Соответственно, когда я езжу с ребенком, я не могла его нацепить на себя. А сейчас был повод сходить в салон красоты в красивом платье. Такие маленькие женские радости. Ну вот, как я сказала, максимально девчачье платье, но мне что-то очень нравится. Это лайм. Вот это вот. Как в детстве. Балеточки сейчас нынче в моде, что тоже очень даже. Так, что у нас? Говядина. Что-то сам? Много камер, да? Ой, ну прости, сильно пихнула. Ой, Николай. Колчунок. Ну давай сам тогда, если хочешь сам. Вкусно? Говядина, кстати, лучше, чем кролик. Кролик что-то совсем, индейка тоже не очень, а говядина. Ты что, мясоед? Молодец, сам. Да, умничка, умничка. Умничка. Когда пытаешься уложить ребенка, а у него свои планы. С кем-то он там беседует. Давайте вместе посмотрим на его воображаемого друга. Угу. Что ты мне на это скажешь, Николюнь? Маленькая котлетка. Маленькая котлетка. Ой, Николайчик, надо спать. Надо спать. Я, конечно, очень бы хотела, конечно, научить его уже самозасыпанию. И пытаюсь минимально ему помочь, но, конечно, когда ты его пытаешься усыпить по 20, 30, 40 минут, и такой, ну, в баню это самозасыпание. И начинаешь уже активно помогать. Вообще странно, уже прошло 2:40
по времени, и он должен хотеть спать, но что-то я не вижу вообще сна ни в одном глазу у него. Необъяснимо, но факт. Человек, мы будем сегодня спать, нет? Не дела поделать надо. Давай спать. Давай спать. Спать давай. Спать давай. Спать давай. No. Да? Вот так. Молодец. Капуста, брокколи. О, это нам нравится. Барабанить, да. Иди за жирафом. Смотри, где жираф? Жираф. Забирай ручку. Да, забирай ручку. Молодец. Забирай с собой. Давай, тащи. Молодец. Молодец. Пойдем еще. Опа. Пошли за жирафом. Пошли. Забирай. Забирай с собой. Тащи. Молодец. Николюша? Лампочка называется. Мигает. Тоже, да? Я вот вроде этих лампочек, звала строителя. Личка. Ой, Николаевич, личка. Всем доброе утро. Врываемся в среду. Николай сегодня, конечно, так себе спал. Мне пришлось его в час ночи или около того забрать к себе, потому что ладушки мы научились делать, да? Молодец. Потому что он вообще не мог заснуть. Я его укачивала и подкачивала, и по-всякому вообще никак. В итоге я сдалась, психанула и забрала этого человека к себе. Да, Николюнь? Ну а что такое? Что такое было ночью? Почему ты не спал? Почему ты не спал? Почему? Что у меня сегодня по плану? У меня по плану встать, помыться, собраться, дождаться свекровь и побежать на педикюр. Вот. Потом я приеду, наверное, его покормлю, а потом у меня массаж. Как я говорила ранее, свекровь приехала, я максимально решила поделать свои дела. Я сладкий человек. Можно, мам, поделать свои дела? Вот, должен был быть еще спорт, но я на него, к сожалению, не успеваю. А что это мама такое делает? А что это такое делает? Папочка? Такая неваляха сладкая. Сладкая неваляха. Неваляха. Готова его съесть. Ну что, утренние сборы. Немножко помятая мать после не очень хорошей ночи. Но, знаете, в принципе, мне грех жаловаться на сына. Он у меня достаточно неплохо спит, но, конечно, бывают исключения. Вот, нам надо намазаться. Вот моя шкатулочка.
Когда мама недавно открыла, она говорит, это что такое? Почему так много всего? Не знаю, я заказываю, ну так, чтобы вы понимали, это для лица. Тут всякие духи, тут отделы мужа. Здесь какой-то микс непонятный, там для головы, там для тела. В общем, слушайте, мне кажется, мне можно вообще обзор сделать этого всего, потому что у меня очень много. Ну что, поехали. С кремом. Купил недавно. Муж что-то оставил. Дневной крем. Вообще, я стала фанатом Каудаль. Мне что-то очень нравится. Вообще, я предполагаю, что у сына или скачок роста, или регресс сна. Хотя я смотрела, что это все дело должно быть в следующей неделе. Для тех, кто не знает, у детей в течение года, особенно в первые полгода, очень много скачков роста, которые сопровождаются капризами, перепадами настроения, необоснованными плачами. В общем, они так растут, развиваются, у них нейронные связи строятся. Им, в общем, очень тяжело в эти моменты, их надо поддерживать. И при этом не сойти с ума самим. Чем я сейчас пользуюсь? Мне очень нравится вот эта штучка. Она у меня закончилась практически. И в золотом яблоке, как назло, нету моего цвета камео. Муж уходит на работу. Так, ладно, не будем тратить камео. Камео на хорошие случаи. Воспользуемся Эрбориан. Ну вот уже. Видите, тон такой. Получше стало немножко. Консилер у меня сейчас Clarins. Ну, с консилером еще получше. Знаете, лайфхак, да, немножко водичкой. Кика Милана для бровей. Пользуюсь уже 1000 лет. И бывает проблема, я бывает перерисовываю брови, что не очень хорошо. Надеюсь, серия армянских брови, хотя мне очень нравится, когда брови прям видны. Ну, теперь хоть на человека похож. С губами, с бровями, с ресницами. Мячик. Побежали мы на педикюр. Погодка, кстати, кайфовая. Не жарко, не холодно, вот просто идеально. Что сделала я педикюр, не показала, единственное, что потому что что-то долго мне делала. Если честно, я хожу в совершенно другой салон, где делают 1,5 часа. Эта девушка делала, не знаю, сколько, 2,5. Я уже вся перенервничала, потому что мне надо к сыну его кормить. Ну, красивый цвет выбрала, такой фиалковый, что ли. Вот, хочу домой кормить сына. А потом полечу на массаж, потому что спина у меня что-то разваливается. Не было 100 лет. С отпуска, наверное. Вот. И мне кажется, кайфану нереально. В общем, режим турбокролик включен. Боже, что я не взяла солнечные очки? Вообще ничего не видно. Вышла вот с массажа. Знаете, у меня сегодня такой день максимально дебильный. Я весь день в каких-то мыслях, проблемах. Пришла на массаж, а мне такие, а у вас не в 3, а в 5. И я такая, что? Но мне повезло, там была массажистка одна свободная и приняла меня, но другая. Я хотела, как Саня, она просто маэстро. Пошла к новенькой, но тоже в целом неплохо.
Вообще, будь моя воля, будь возможности, время, я бы каждый день, наверное, делала массаж, потому что это лучшее, что придумало человечество. В общем, меня все-таки взяли, все-таки сделали массаж, моя спина более-менее отдохнула, потому что сегодня я спала буковкой Зю, потому что сын не спал, мне пришлось его взять к себе, и, естественно, он занимал много места, и мне приходилось принимать странные позы, чтобы мочь с ним поспать. Вот. И моя спина, конечно, после этого мне не рада. Надо будет еще вечером раскататься, полежать на иголках. Очень классная штука. Всем советую, мамочкам. Покупайте ролл и раскатывайте спину каждый день, по возможности несколько раз в день. Тогда вы выживете в этой сложной работе. Быть мамой. Сейчас еду домой, кормить сына, укладывать на последний третий сон. У него сейчас был тоже массаж, как и у его мамочки. Вот. Учим человека новому мелкам, помогаем ему, развиваем. Я второй раз оказываю массаж, курс массажа из 10 штук. У девочки Юли, она мне очень нравится. Она и со сложными детками работает, и с обычными. Видно, что ей очень нравятся дети, и видно, что Николайчику очень нравится. В общем, классный массажист. Если что, пишите, я в Питере порекомендую вам ее с удовольствием. Вот, у него, получается, 3-й массаж на неделю, еще 7. Надеюсь, может, через недельку появятся какие-то умения, может быть, начнет садиться, как вариант. Посмотрим. Но в любом случае, даже если умение не появится, для мышц, для развития это очень хорошо. И, в общем, я топлю за массаж. Кто-то, кстати, считает, что массаж это фигня, и детям он не нужен. Или нужен, если есть какие-то проблемы. Но я считаю, что если есть возможность, почему бы раз там, в 3 месяца ребеночку не делать массаж. Особенно, знаете, вот на пике, когда должны появляться новые умения. То есть я вот первый раз делала в 3 месяца, а как раз в 3 месяца он должен начать переворачиваться. Он у меня только переворачивался, мы начали делать массаж, и он сразу начал это совершать, сразу начал делать перевороты, и это реально его простимулировало, и я прям видела, ну, что это стоит того. Вот, поэтому вот ему сейчас 6, я опять заказала, попросила Юлю к нам походить, и я думаю, что это тоже даст свои плоды. Ой, знаете, сижу сейчас в машине, такое умиротворение, такая легкость в теле, так не хочется никуда спешить, никуда ехать. Ой.